Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Я хотела приготовить рулет из бисквита с малиной. Бисквит получился мягким, очень нежным и воздушным. А так как я спешила, вынула его из формы раньше времени. И корж, естественно, треснул при перевороте. Пришлось спасать треснувший бисквит и приготовить пирожное и десерт в стакане. В общем, смотрите, что у меня в итоге получилось. Готовлю бисквитное тесто. У меня 200 грамм замороженной малины. Малина почти полностью разморозилась. Можно использовать свежие ягоды, а вместо малины взять клубнику. Кладу малину в блендер и измельчаю в пюре. Чтобы хотя бы частично избавиться от косточек, перетираю пюре через сито. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Низ сита очищаю ножом. Отделяю желтки от белка. У меня 3 яйца категории СО. Белки кладу в чашу миксера, а желтки в миску. При разделении желток не должен попасть в белок. Здесь 150 грамм просеянной пшеничной муки. Добавляю в нее 12 грамм кукурузного крахмала. Если будете использовать свежие ягоды, то крахмал можете не добавлять. И 5 грамм разрыхлителя. Это примерно 2 чайные ложки. Перемешиваю сухие ингредиенты до однородности. К желткам добавляю щепотку соли. В миске у меня 150 грамм сахара. Примерно половину добавляю в желтки. И миксером перемешиваю до посветления и пышности. Добавляю экстракт ванили по вкусу. У меня примерно 1 чайная ложка. 45 грамм растительного масла. У меня рафинированное подсолнечное. И перемешиваю до объединения ингредиентов. Получается блестящая эмульсия. Добавляю малиновое пюре и перемешиваю до однородности и пышности. Если вам нравится это видео, то ставьте пальчик вверх и напишите свое мнение о рецепте. Поделитесь видео с друзьями, вы этим поможете развитию канала. К белкам добавляю 1 неполную чайную ложку лимонного сока и перемешиваю миксером до появления пены. Частями добавляю оставшийся сахар. Когда весь сахар вмешался, взбиваю яичный белок до пиков. Можно снять крупинки сахара со стенок чаши. Процесс взбивания у меня занял примерно 7 минут. Вот такая гладкая блестящая меренга получилась. В миску частями добавляю мучную смесь, повторно ее просеивая. И перемешиваю венчиком до объединения ингредиентов. Когда первая партия муки вмешалась, добавляю следующую. Снимаю муку со стенок миски и слежу, чтобы вся мука хорошо вмешалась. Духовку включите заранее. Температуру установите 190 градусов. Пусть она прогреется. Теперь частями добавляю меренгу и аккуратно вмешиваю ее в тесто.
движениями от стенок миски к центру. Долго вымешивать не нужно, чтобы тесто не потеряло свою воздушность. Но следите за тем, чтобы в тесте не осталось непромешанных белых полос от белка. Венчик убираю, лопаткой снимаю тесто со стенок миски и поднимаю муку с дна миски. Тесто получается похожим на мусс. Готовое бисквитное тесто долго стоять не должно. Я заранее застелила деко пергаментом. Пергамент ничем не смазывала. Он у меня хорошего качества. Размер моей формы 34 на 25 сантиметров. Выкладываю тесто и разравниваю. Можно постучать формой об стол, чтобы из теста вышел лишний воздух. Температуру в духовке снижаю до 180 градусов и выпекаю бисквит в режиме вверх-вниз на среднем уровне, примерно 20 минут. Готовность проверяю зубочисткой. Раньше, чем через 15 минут, духовку не открывайте, чтобы бисквит не опал. Цвет готового бисквита изменится на золотистый. Мой бисквит выпекался 20 минут. Нужно было дать ему немного остыть в форме. Я спешила и достала бисквит из формы сразу. Этот бисквит очень нежный. Я его перевернула и сняла пергамент. Мне хотелось, чтобы легкий розовый цвет бисквита был виден снаружи рулета. Я накрыла бисквит листом пергамента, чтобы снова его перевернуть. И с этого момента все пошло не так. Во время переворота бисквит треснул. Чтобы сократить время видео, показывать попытку свернуть бисквит в рулет не буду. Чтобы спасти треснувший бисквит, я решила приготовить из него пирожные. И нарезала бисквит на порции, чтобы он поместился в холодильник. Если в ваш холодильник бисквит поместится целиком, то лучше его нарезать позже. Завернула бисквит в пищевую пленку и убрала в холодильник еще теплым. Конечно же, лучше дать бисквиту постоять для стабилизации хотя бы 6 часов. У меня этого времени не было, и мой бисквит стоял в холодильнике 4 часа. Готовлю крем. Здесь 100 грамм сливок жирностью 33%. Жирность сливок не должна быть менее 30%. Через сито добавляю 50 грамм сахарной пудры. Я решила кремом украсить пирожное и его же добавить вовнутрь. Поэтому крем мне нужен густой. И если вы не будете использовать крем для украшения, то сливок можно взять в 2 раза больше. Тогда крем получится более легким и воздушным. Чтобы сахарная пудра при взбивании не пылила, смешиваю ее со сливками лопаткой. Затем перемешиваю миксером до растворения сахарной пудры. Кстати, венчики и миску перед взбиванием я не охлаждала, но сливки и крем-сыр из холодильника. Добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили по вкусу и 350 грамм крем-сыра. У меня крем-сыр торговой марки «Президент». Его жирность 24,5%. Все перемешиваю миксером до однородности. Вот такая консистенция крема у меня получилась. Накрываю миску крышкой и убираю в холодильник. Крем перекладываю в 2 кондитерских мешка. В один мешок кладу крема больше для начинки пирожного, а во второй мешок с насадкой кладу крем для украшения. Мешок с кремом можно или завязать, или скрепить прищепкой. Как я уже говорила, мой бисквит стоял в холодильнике примерно 4 часа.
Снимаю с него пленку и сортирую. Целые куски бисквита оставлю для пирожного. У меня получится 4 штуки. А остальной бисквит использую для десерта в стакане. На нижний корж пирожного наношу крем. И накрываю бисквитом. Посыпаю бисквит сахарной пудрой. Сверху наношу полоску крема. Переложила пирожные на поднос и украшаю шоколадными шариками по вкусу. Внутри шариков хрустящее печенье. Убираю пирожное для стабилизации в холодильник на ночь. Из остатков бисквита готовлю десерт в стакане. Бисквит в крошку решила не измельчать, а просто руками поломать его на куски. На бисквит кладу слой крема. На крем вишневый конфитюр. Конечно, было бы лучше сварить малиновый конфитюр, но на это нет времени. И я решила использовать то, что есть под рукой. Ссылка на рецепт конфитюра появится вверху экрана. И оставлю ее в описании под видео. Конфитюр я не взвешивала. Теперь снова кладу слой бисквита. Можно его слегка придавить. Заключительный слой из оставшегося крема. Украшаю десерт шоколадными шариками и убираю в холодильник на ночь. Вот такие пирожные у меня получились. Конечно, жаль, что у меня не получился рулет. Моим мужчинам пирожное понравилось, и они решили, что так и было задумано. Бисквит очень нежный, его вкус и цвет мне нравятся. Крем тоже вкусный, так что результат спасения треснувшего бисквита вполне удовлетворительный. Можно было обрезать края бисквита, для того, чтобы пирожное выглядело более привлекательно. Но я решила этого не делать. Бисквит мягкий и нежный. Если будете готовить из него торт, то его можно дополнительно не пропитывать, а использовать более жидкий крем. В общем, пирожное получилось вкусное. Советую вам приготовить такой бисквит и не спеша свернуть его в рулет. Или приготовить из него пирожное, или торт, или десерт в стакане. Все получится вкусно. Десерт в стакане выглядит вполне привлекательно. Мои сладкоежки съели его очень быстро и остались его вкусом довольны. Считаю, что спасение треснувшего бисквита прошло удачно. Так что готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Если вам было полезно это видео, то подпишитесь на канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!